Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я, Оля. Рада приветствовать гостей, а также подписчиков своего канала. Не забывайте лайкать, да, видео, не забывайте комментировать. Очень интересно читать ваши отзывы. Спасибо вам за это огромнейшее. Не забывайте задавать вопросы, если у вас они возникнут. Я обязательно отвечу на них. Нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдут новые видео. Естественно же, подписывайтесь, если вы этого еще не сделали. А я сегодня к вам с новым узором и с таким вот сочетанием. Как вы помните, как вы знаете, смотрели видео, можно вязать узоры, которые я предлагаю одним цветом, двумя, тремя и так далее, какими захотите. Я сегодня взяла вот такие оттенки. Это ниточки Yarn Art Baby 100% акрил. Наверняка вы уже знаете, да? Эти моточки небольшие, для образцов специально беру. И нам производитель рекомендует брать крючок 3,5 мм. Вот, мы берем 3,5 мм. Итак, если вы смотрели мое видео, то вы знаете, что я делаю небольшие образцы, буквально на 30 петелек. И сегодня наш узор будет точно таким же. Мы свяжем из 31 петельки новый классный узорчик. Угу. Итак, фиксируем. Все как обычно. Зафиксировали. И 31 петелька. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31. Вот наш будущий образец. 31 петелька. Что делаем дальше? Дальше мы с вами делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И в пятую петельку от крючка считаем раз, два, три, 4, 5. В пятую петельку делаем столбик с накидом. Так. Следующее. Столбик опять с накидом и так далее. Мы с вами вяжем столбики с накидом до конца ряда. Это просто будет вам так удобнее мне объяснить сам узор. И вы, когда будете смотреть этот узор, пробовать, чтобы не запутаться. Угу. Потом со временем, с опытом вы можете делать и из цепочки, будет шикарно. Начинать с цепочки. Итак, давайте. Меньше слов, больше дела. Довязываем до конца нашей цепочки столбики с накидом. Должно получиться 31 столбик с накидом. Договорились? Давайте. Так, смотрите. Довязали до конца ряда столбики с накидом. У нас получился 31 столбик с накидом. Что делаем дальше? 3 петли подъема. Раз, два, три. Поворот. И 1 воздушная петелька узора. Один столбик пропускаем, следующий столбик вяжем столбик с накидом. Так. Один столбик пропускаем, следующий опять вяжем столбик с накидом. Понятно? То есть будем делать вот такие вот окошечки. Видите? Дальше один столбик пропускаем, воздушная петелька, и через один столбик вяжем столбик с накидом. Воздушная петелька, один столбик пропускаем и так далее. До конца ряда вяжем вот такие вот окошечки. Договорились? Давайте. Так, провязали, смотрите, целый ряд окошечек. Так. Дальше что делаем? 3 петли подъема. Раз, два, три. Опять 1 воздушная петелька и повторяем ряд с окошечками. То есть столбик в столбик мы вяжем столбики с накидом. Где воздушная петля, там воздушная петля. Опять там, где столбик, мы столбик с накидом. Ничего сложного, 2 ряда вот такие вот легенькие. Угу. И так далее до конца ряда. И потом встретимся. Договорились? Давайте такие окошечки сделайте и встретимся. Так, смотрите, у вас такая же красота получается. 2 ряда окошечек, да? Ровненькие, красивенькие. Смотрите, последний столбик, 2 петельки я не провязала, потому что я хочу добавлять новый цвет. Вы можете добавлять, вы можете не добавлять, как хотите. Кто добавляет, смотрите, последние 2 петельки мы провязываем новой ниточкой. И таким образом мы вводим новый цвет в вязание. 3 воздушные петли. Раз, два, три. Подтянули серенькую, подтянули розовенькую. Поворот. 1 воздушная петелька узора. А дальше будьте внимательны. Делаем 2 накида. И опускаемся вот к этому первому столбику. Понятно? Не вот к этому первому, ну, во втором ряду, а вот к первому. Что делаем?
Вот так вот вводим крючок сзади наперед, чтобы у нас столбик был спереди крючка. Так. Дальше возьму поудобнее, захватываем ниточку и вытягиваем. Опять накид, захватываем ниточку, вытягиваем, накид, захватываем ниточку, вытягиваем. Дальше мы провязываем вот таким вот образом все петельки, которые мы формировали, и остается у нас петля на крючке, накид и новая петелька, которая появилась. А дальше провязываем по 2 петельки. 2, 2. Класс. Такая вот получается красота. Воздушная петля. Следующий столбик мы провязываем обычным столбиком. Накид и ввели крючок, провязали по 2 петельки. Раз, два. Красота. Что делаем дальше? Опять воздушная петелька, 2 накида и повторяем вот эту бубочку. К первому ряду спустились, захватили ниточку, протянули, держим пальцем, накид, захватили ниточку, протянули, третий раз накид, захватили ниточку, протянули. Теперь провязываем одновременно вот таким вот образом петельки, на крючке остаются 3 петельки. Так, провязываем по 2. Раз, два. Дальше продолжаем узор. Воздушная петля и следующий столбик обычный столбик. И вот таким вот в шахматном порядке, да, вначале обычный столбик, потом бубочка, столбик, бубочка или капелька, столбик, бубочка, капелька, столбик, бубочка, капелька. Так довязываем до конца ряда. Договорились? В конце ряда встречаемся, показываем, что получается. Давайте. Так, смотрите, вот такая красота получается. И здесь мы давайте с вами провяжем обычным столбиком, для того, чтобы нам просто зафиксировать этот столбик. Угу. Итак, одну петельку пропускаем, и там, где были 3 петельки подъема, провязываем обычный столбик с накидом. Что делаем дальше? 3 петли подъема, раз, два, 3, поворот, 1 воздушная петелька узора, и возвращаемся обратно окошечками. То есть столбик с накидом, воздушная петля, следующий столбик, столбик с накидом, обычный. Дальше воздушная петля и опять столбик с накидом, столбик с накидом. То есть ничего сложного, опять целый ряд таких же окошечек, как мы делали в начальных рядах. Угу. Вот такие вот окошечки до конца ряда. В конце ряда встречаемся. Так, смотрите, довязали до конца ряда. Так, такие вот окошечки красивые. И здесь последний столбик я опять провязываю не до конца, потому что я хочу снова присоединить новый цвет, новую ниточку. Можно такую же самую, да, то есть как первый цвет, можно совсем другой. Итак, последние 2 петельки провязали новой ниточкой. Сильно не затягивайте, чтобы край не зажулькать. Розовенькую подтянули. Серенькой сделали 3 петли подъема. Раз, два, 3. Поворот. Сейчас разберемся с ниточками. Поворот. Итак, здесь мы, получается, делаем 1 воздушную петельку узора, и следующий столбик мы делаем просто обычный столбик. Так. 1 воздушная петелька, и здесь мы, получается, будем опускаться вот к этому розовому рядочку первому. Помните первый, когда вязали? Вот к первому. Итак, опять 2 накида, спустились к первому столбику. Точно так же захватили сзади наперед, чтобы у нас столбик был спереди крючка. Вытянули ниточку. Так вот подтянули. Накид. Сюда же 2. Накид. Сюда же 3. Затем провязали все эти накиды, наши петельки. Остались на крючке 3 петельки. И потом их провязываем по 2. 2, 2. Класс. Давайте еще одну провяжем, чтобы было понятно. Воздушная петелька, следующий столбик мы вяжем обычным столбиком с накидом. Есть. Воздушная петелька и следующий столбик мы с вами провязываем точно так же вот такой вот капелькой-бубочкой. 2 накида. Опускаемся к первому розовому ряду. Вот так вот захватываем наш столбик. Вытягиваем ниточку. Накид. Опять вытягиваем ниточку. Накид. Вытягиваем ниточку. Провязали все вместе вот таким образом, чтобы на крючке осталось 3 петельки. Потом по 2 петельки. 2, 2. Воздушная петля. И следующий столбик провязываем обычным столбиком. Ну как вам? Ну скажите, красота. Так, необычно. Сзади, получается, будет сеточка.
а спереди будут сеточки с такими вот бубочками, либо с капелечками, как вы их назовете. Супер. Так, давайте довяжем до конца ряда серой ниточкой. Вернемся вот такими вот квадратиками. Обратно поменяем новый цвет розовый. Точно так же. То есть повторяем 2 ряда вот эти вот, да, получается, и ничего сложного. Вырастим наш узор и покажем, что получается. Должно получиться супер. Давайте. Так, смотрите. Я провязала несколько рядочков. Красота, согласитесь. Сзади вот такая вот сеточка. Спереди вот такие вот капельки-бубочки. Класс. Смотрите, объемненький. Супер. Вам нравится? Не забудьте поставить лайк, написать свой комментарий, отзыв. Очень будет интересно почитать. Также подпишитесь на канал, если вы этого не сделали. Угу. И нажмите на колокольчик. А мы сейчас с вами замерим, что же у нас получается, если мы брали 31 петельку. Если такие же ниточки, такая же плотность вязания, такой же крючок, это будет 15 сантиметров. А тут у нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 рядов. Так, 12 сантиметров. Класс. А представьте кардиганчик, кофточку. А представьте, если это будет палантинчик. А представьте, это будет, если пледик. Шикарно. Согласитесь. Нажимайте лайки. До следующих видео. Пока-пока.